Отлично. Сегодня мы с вами поговорим на очень важную тему. Это использование Z-Score у детей в эпоху ожирения и недоношенности. Действительно, это очень актуальная тема, и мы сегодня об этом подробно поговорим, потому что наибольшее количество вопросов, которые я получаю, как раз связано с тем, как же нужно индексировать параметры у детей с ожирением и вот в частности у недоношенных детей. И сегодня еще всем будет подарок. В конце эфира это специальный отчет, специальный инструмент, необходимый в работе каждого специалиста по ультразвуковой диагностике, кто занимается эхокардиографическими исследованиями у детей, а именно параметры, инструмент называется Z-Score. И сегодня мы с вами это подробно обсудим. Так, давайте начнем. Итак, как вы знаете, очень много изменений произошло в целом в ультразвуковой диагностике и в эхокардиографии в частности. Так вот, что же изменилось за 20 лет? Почему сегодня недостаточно какой-то одной шкалы? Раньше действительно в нулевые годы, когда мы работали, у нас были центильные таблицы, и было, в принципе, относительно такое самоуспокоение о том, что вот я, наверное, все расчеты и оценку получаемых параметров делаю правильно. То есть была какая-то универсальная таблица, центили, возрастные диапазоны, и мы пытались анализировать те или иные параметры. Но о чем мы с вами сегодня поговорим? Как мы оценивали сердца у детей в 90-е, нулевые, 10-е годы, и почему это нужно менять, что такое оценка Z-Score и почему она не одна. Коснемся мировых моделей Z-оценок, это PHN, Бостон, итальянская, детройтская. Следующая проблема номер один, которую мы обсудим, это оценка у детей с ожирением. И проблема номер два – оценка у недоношенных. Также поговорим о практическом решении, которое мы для вас создали, инструменте, который окажет вам существенную помощь в работе. Напомню, что подробный разбор кейсов, протоколов, вот в частности вот этих моделей, есть на наших курсах по педиатрической эхокардиографии. Ссылки тоже я приведу в конце эфира. Итак, эпоха центильных таблиц. 90-е годы, начало нулевых годов. Источник это были бумажные атласы, в частности, вот англоязычные это Снайдер, Сильверман, Хенри, были также отечественные руководства. Формат, как вы помните, это были нормы по возрасту, часто без какой-либо поправки на площадь поверхности тела. Допустим, у нас был какой-то диапазон, допустим, конечный диастолический размер левого желудочка у ребенка 6 лет, допустим, от 3,2 до 4,2 сантиметров, 95-й центиль так называемый. И что мы с вами делали? Смотрели на колонку свой возраст, сравнивали значения и писали либо норма, либо увеличен. Что мы тогда не учитывали? Мы совершенно не учитывали конституциональные какие-то различия. То есть ребенок 6 лет может весить как 18 килограмм, так и 32 килограмма. И понятно, что вот такой разброс диапазонов, он может не удовлетворить, вот, не учесть такие конституциональные различия. Пол также не учитывали, этнические особенности и точную форму распределения параметров. Дети одного возраста имеют совершенно разные размеры сердца. Между ребенком 6 лет 18 килограмм и в 32 килограмма, как видите, двухкратная разница будет в массе миокарда. Возрастная норма усредняет по огромному росту телосложений. Поэтому результат мы можем получить ложно-нормальные данные у маленького ребенка и ложно-увеличенные у крупного ребенка. Поэтому возрастные центили делают высокий процент ложных результатов в обе стороны.
То есть мы можем как недооценить, так и переоценить какой-либо параметр. В 2000-е годы была впервые использована индексация на площадь поверхности тела. BSA, Body Surface Area. Идея какая была? Размер сердца, который мы с вами рассчитали, измерили, делим на площадь поверхности тела. Получаем так называемый удельный параметр. Площадь тела учитывали по формуле Хейкока или Дюбуа с учетом роста реального и веса в моменте. Стали появляться индексированные нормы массы миокарда левого желудочка, индекса размеров левого желудочка и так далее. Учитывался уже не только возраст, но и конституция. Это произошло в 2000-е годы, в нулевые годы. Это был прорыв своего времени, но появились новые ограничения опять. Использовалось линейное деление на площадь тела. Это не всегда математически корректно. И, соответственно, появляются крайности у нас. Очень маленькие, это новорожденные, и, значит, очень крупные. Допустим, это пациенты с ожирением, дети с ожирением, а также подростки. И вот на этих границах очень маленькие и очень крупные, вот такая, значит, индексация на площадь тела работала очень плохо. Не было единого мнения, какую именно формулу площади тела использовать. То есть потом уже договорились, что давайте в педиатрии лучше всего работает Хейкок. Z-оценка – это переход к статистическому подходу. Z рассчитывается как измеренное значение, измеренный параметр. Из него вычитаем ожидаемое, среднее и делим эту разность на стандартное отклонение. То есть у нас появился еще один параметр, это ожидаемое среднее. То есть вот какое среднее значение того или иного параметра мы ожидаем при конкретном росте и весе. То есть это уже более индивидуализированный параметр. И вот мы с вами измерили, есть ожидаемое, есть стандартное отклонение ожидаемого параметра, и, соответственно, мы можем рассчитать z. Что это нам дает? Учитываются не только средние значения, но и разброс популяции. Если z равен нулю, то это точно среднее какое-то значение параметра, то есть прям вот мы попали в среднее значение, измеренный параметр. Если от минус 2 до плюс 2 это норма, примерно 95% популяции, да, 95% центиль так называемый. Если z больше плюс 2 или z меньше минус 2, это уже считается отклонение от нормы. Ну и, соответственно, если z больше 3 или меньше минус 3, то мы говорим уже о выраженном отклонении измеренного параметра. Самое главное и ключевое, z-оценка, она стандартизована. Z равно, допустим, 2,5 у новорожденного и 2,5 у подростка будут означать одно и то же. То есть параметр выходит за пределы нормы. Чтобы корректно посчитать z, нужна какая-то также референсная популяция, в которой достаточное количество здоровых детей, перекрывается весь диапазон возрастов и площадей поверхности тела, то есть от 0 до 18 лет, да, значит, используется единый протокол измерения, построена адекватная регрессионная модель, а также учтены гетерокидоксичность и нелинейность. Но гетерокидоксичность – это большой разброс параметров. Понятно, если мы от 0 до 18 лет будем смотреть нормальных здоровых детей, то это будет очень большой разброс параметров. Это называется гетерокидокстичность или нелинейность, да, можно еще сказать. Поэтому используются специальные регрессионные модели, используются полиномные модели. Лучше всего у детей работает полином третьей степени. И, соответственно, вот мы говорим, что сейчас мы живем в эпоху статистической оценки на основе регрессионных моделей. Значит, откуда же берется ожидаемое среднее и вот это стандартное отклонение?
как раз из большого количества здоровых, да, от 0 до 18. Значит, в лабораториях мира используются разные референсные базы, и, соответственно, будут разные модели Z. Почему их так много? Да? Потому что вот провели там одно крупное исследование, создали свою референсную базу, свои регрессионные модели, соответственно, получили свою какую-то Z-модель. В другом центре другая Z-модель получена и так далее. Поэтому и существует не одна Z-шкала, а несколько крупных конкурирующих моделей. А какую выбрать, мы как раз об этом скажем. И подробно об этом как раз на наших отраженных курсах по педиатрической эхокардиографии. Значит, современные мировые модели Z-оценок, Z-score. Существует на сегодняшний день 4 общепризнанных мировых модели мировой практики. Это шкала бостонская, детройтская, итальянская, а также шкала Лопес или PHN. Значит, у них разный год выхода, как вы видите, да, бостонская с 2005 года, Детройт 8 год, а итальянская PHT 17 год. Когорта также разная, ну, обратите внимание, да, сразу же бросается в глаза PHN, Z-score, там аж 3215 детей. И многоцентровое исследование было в США. И вот все 4 модели, это ключевой момент, работают на доношенных детях с нормальным весом. Итак, бостонская Z-score – это историческая модель, на сегодня уже она заметно устарела. Это самая первая была вот такая, самый первый шаг статистической эпохи, да, эхокардиографии, в которой мы сейчас находимся. Следующая – это детройтская, она широко используется в детской кардиохирургии. Итальянская особенно хорошо работает у новорожденных и детей раннего возраста на маленьких BSA, на маленькой площади поверхности тела. Ну и, наконец, PHN – это крупнейшая база данных, и на сегодня это считается фактическим золотым стандартом Z-оценки на сегодняшний день. Значит, ну, PHN, да, вот золотой стандарт. Как вы видите, 3215 здоровых детей было взято за основу этой базы из 19 центров США. Возраст от рождения, то есть от 0 до 18 лет. Это этнически разнородная когорта, это очень важно. Был единый протокол измерений по Американского общества кардиографии, измерено 34 параметра. Это камеры, клапаны, аорта, легочная артерия, коронарная артерия, а также индексы геометрии левого желудочка. Ну, формула расчета Z, она тоже была усложнена и модифицирована. И вот данный калькулятор Z, он находится в открытом доступе. Это официальный калькулятор. Здесь как раз вот у вас на слайде приведен адрес сайта, где находится вот этот калькулятор PHN 2017 года, золотой стандарт, но на английском языке. Значит, почему именно PHN стал стандартом? Это самая крупная база, это открытые коэффициенты, это этническая репрезентативность, и он используется в большинстве международных исследований. Как раз вот нужно обратить внимание, заметить, что это та шкала, которую сегодня цитируют чаще всего в публикациях. Если в статье просто написано Z-score без указания шкалы, то почти наверняка имеется в виду Z-score именно PHN. Итальянская шкала Z-score, итальянский Z-score, это лучшее считается для малышей, для очень маленьких детей. База – это 1200 здоровых итальянских, заметьте, детей, включены новорожденные от 0 дней. Нижняя граница площади тела примерно 0,13 квадратных метров. Была использована логарифмическая регрессия, она лучше работает на малых размерах и включает более 17 параметров. Когда мы ее используем? Вот новорожденные и грудные дети, особенно менее 3 месяцев, когда PHN на нижнем краю поверхности тела дает сомнительные значения,
И европейская детская кардиология опирается именно вот на эту шкалу. Ну, понятно, да, потому что на итальянской популяции была выведена, разработана вот эта модель. Еще одна – это Детройт. Детройт Z-Score – это классика для кардиохирургии. Включено 782 здоровых ребенка. Соответственно, название по месту, где проводили исследование, Детройт, США. Преимущественно была афроамериканская когорта, тоже учтите. Модель расчета – это кубическая регрессия логарифма параметра. И там жесткое ограничение. Площадь тела не менее 0,25 квадратных метров. То есть у совсем маленьких мы не можем использовать. Да? Там вот итальянская или PHN. А когда использовать? Это дети старше рожденности при планировании кардиохирургических вмешательств. Исторически она и используется в этой области. И когда нужны Z для аорты, корня аорты и перешейка аорты. То есть преимущественно, запомните, Детройт – это кардиохирургия. Там в основном все жиздится вокруг Детройт, Z-Score. Поэтому у нас есть один пациент и разные Z. Может быть, да, ситуация посчитали по PHN, итальянской, детройтской. И, соответственно, будет 3 разных цифры. Допустим, вот мы измерили у 9-месячной девочки площадью тела 0,41 квадратных метров, конечный диастолический размер левого желудочка 27 миллиметров, масса миокарда 22 грамма. И, соответственно, можно посчитать, ну еще корень аорты, да, вот видите. И посмотрите, у нас совершенно разные параметры. Вот масса миокарда вообще отсутствует в итальянской и детройтской, поэтому только PHN. Но вот если мы посмотрим по размеру левого желудочка, то PHN дает плюс 0,5 Z, итальянская плюс 0,2, детройтская плюс 0,8. То есть, ну, в принципе, да, мы видим, что параметр в норме. Также корень аорты, да, есть разброс, но он тоже указывает на то, что размер корня аорты вот для данного возраста, площади тела, то есть роста веса, в принципе, в пределах нормы параметров. То есть различие от 0,5 до единицы – это нормально. Это разница референсных популяций. Важно понимать, какой шкалой вы пользуетесь. Значит, практическая рекомендация, что использовать по умолчанию. Если это дошкольник, школьник, либо подросток с нормальным весом, то используем PHN 2017 года. Как мы уже сказали, это самая широкая база, эталон международных публикаций. Если это новорожденный, либо грудной до 3 месяцев, используем итальянскую шкалу Континотти, также 2017 года. Потому что PHN на нижнем крае, мы говорим, в нижних значениях площади тела дает сомнительные результаты. Параметры аорты лучше сверять с Детройт. Исторически большой опыт применения. Очень важно всегда указывать в ваших отчетах, в заключениях, какой шкалой вы пользовались. И это я вам тоже сегодня покажу пример. Значит, если мы говорим с вами о современных реалиях, то понятно, да, с нормальным весом пациент, мы определились, какая шкала лучше подходит, PHN, итальянская или детройтская, да, и как бы все хорошо. Но в наше время, на сегодняшний день, мы сталкиваемся все чаще с проблемой ожирения, не только у взрослых, но и у детей. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире примерно 390 миллионов детей и подростков от 5 до 19 лет имеют избыточный вес или ожирение. Это данные на 2022 год. В России распространенность избыточной массы тела у детей от 7 до 17 лет в диапазоне 19-26%, почти четверть, да, населения, детского населения. Значит, ожирение от 5 до 10, до 11%, ну до 10%. Ожирение у ребенка приводит к ремоделированию миокарда уже в детском возрасте. Это было показано в 2013 и 2014 годах в статьях. Каждый 5-й ребенок
на эхокардиографии сегодня имеют избыточную массу тела или ожирение. И, как вы понимаете, это уже не редкая ситуация, это уже становится рутиной. Значит, какие же кардиальные эффекты ожирения у детей? Ну, прежде всего, это увеличение массы миокарда, это концентрическая или эксцентрическая гипертрофия, дилатация левого предсердия, утолщение стенок левого желудочка, изменение геометрии левого желудочка. Функциональные эффекты – это диастолическая дисфункция, снижение глобального продольного строения даже при нормальной фракции выброса, и повышенное давление наполнения левого желудочка. Почему стандартная индексация обманывает у тучных детей? Масса миокарда индексируется на площадь тела. Это масса миокарда левого желудочка, деленная на площадь тела. В степени 1,25. Это в формуле PHN. Что происходит у ребенка с ожирением? Вес увеличивается, это приводит к увеличению площади тела. То есть площадь тела увеличивается не за счет роста, а за счет веса. Чем больше поверхность тела, тем сильнее знаменатель гасит числитель. И истинная масса миокарда может быть высокой, но индекс массы миокарда будет выглядеть нормально. То есть гипертрофия маскируется. Если нормировать к обычной массе тела, вот в моменте, да, у ребенка, то индекс массы миокарда даст нам норму. То есть гипертрофия будет замаскирована. Это было известно минимум с 90-х годов. Вот в 95 году Саймоном была опубликована статья, где сказано о том, что индексирование массы миокарда левого желудочка к площади тела при ожирении систематически недооценивает гипертрофию левого желудочка. Аллометрический подход, который принят на сегодняшний день как золотой стандарт. Если вы смотрите, да, проводите исследования у взрослых и знакомы с рекомендациями по артериальной гипертензии международным, то там используется при ожирении индексация к росту в степени 2,7. Нужно сказать, что вот этот коэффициент рост в степени 2,7, он появился именно с педиатрической кардиографии. И почему именно 2,7? Вот как раз Саймон в 1995 году эмпирически вывел параметр степени, который нивелирует зависимость массы левого желудочка от роста, но не зависит от ожирения. В 2009 году это было подтверждено на 2000, более чем на 2000 детей, и были выработаны, конечно же, педиатрические пороги. Преимущество индексации массы миокарда левого желудочка к росту степени 2,7. Как вы понимаете, знаменатель, он не зависит от веса. То есть гипертрофия уже не будет маскироваться. Он хорошо работает у детей, подростков и даже взрослых. То есть это из педиатрической практики перешло во взрослую практику, степень 2,7. Напомню, это как раз 95 год, Саймон. Работает очень хорошо, применяется на сегодняшний день в международных рекомендациях, как американских, так и европейских. Используется как стандарт у пациентов с ожирением и артериальной гипертензией. Поэтому что у детей, что у подростков, что у взрослых индексируем при ожирении степень 2,7. Значит, как мы будем интерпретировать индекс массы миокарда у детей и подростков? Значит, индекс к степени, рост в степени 2,7. Да? Значит, если меньше 40, то это норма. От 40 до 51 это уже будет считаться гипертрофия левого желудочка, то есть более 95 центиля. И если более 51, то это уже выраженная гипертрофия левого желудочка.
Очень важно отметить, что эти пороги работают у детей и подростков и взрослых. Универсальность, да, смотрите, универсальный порог. Что у детей, что у подростков, что у взрослых. В международных рекомендациях как раз вот эти пороги рекомендованы с 2017 года и используются в дополнении к Z-score массы левого желудочка по PHN Z-score. Дает второй независимый взгляд на массу миокарда. Нужно отметить, что эти пороги унифицированы. У 12-летнего и 18-летнего будет одинаковая совершенно трактовка. И это, конечно же, сильно упрощает заключение по результатам проведенного исследования. Что делать на практике у ребенка с ожирением? Но прежде всего нужно распознать ситуацию, рассчитать индекс массы тела, BMI, Body Mass Index, и оценить. У взрослых мы оцениваем по ВОЗ, вы знаете критерии, да, больше 31, это ожирение. У детей используется IOTF или COIL. Тоже вот в том инструменте, который я вам сегодня предоставлю, это тоже будет автоматически рассчитываться. Если индекс массы тела более 95 центиля, то это расценивается как ожирение и требуется коррекция методики. В частности, переход к степени 2,7. Необходимо считать оба индекса. Это стандартный Z по PHN массы миокарда для общей картины и индекс массы миокарда в степени 2,7. Да, масса миокарда, деленная на рост степени 2,7. Это необходимо для надежной детекции гипертрофии левого желудочка. Если имеется расхождение, допустим, значит, увеличена масса миокарда, индекс массы миокарда в норме в степени 2,7, то тогда выводы мы делаем на основе индекса, то есть доверяем аллометрическому подходу, потому что BSA-индексация занизит гипертрофию, а вот индексация к росту степени 2,7 даст нам реальную картину. И выводы мы будем строить именно на этом индексе. Что нужно отразить в заключении? У пациента с ожирением можно указать, допустим, индекс массы тела BMI 32 выше 95 центиля, индекс массы миокарда на рост 2,7, 45 грамм на метр в степени 2,7 соответствует гипертрофии левого желудочка. Стандартный Z масса миокарда плюс 1,2 норма занижен из-за BSA индексации. Итак, проблема номер 2, с которой тоже можете столкнуться в вашей работе, это недоношенные дети. Сколько недоношенных приходит на эхокардиографическое исследование? Нужно отметить, что в мире рождается примерно от 10 до 15 миллионов недоношенных детей в год по данным ВОЗ. В России примерно 6-7% всех родов по данным Росстата 2022 года. После 2022 года эти данные закрыты. Выживаемость детей недоношенных менее 1,5 килограмм выше 80% в современных пренатальных центрах. Все они проходят множественные эхоисследования в неонатальном периоде, в первый год и далее по показаниям. Но стандартные шкалы Z, PHN, итальянская, детройтская, как мы сказали, они построены именно на доношенных детях. И здесь вопросы, да, вопросики, как говорят на сегодняшний день. Что же делать-то? Значит, почему же PHN итальянские не работают у доношенных? Ну, понятно, когорта не та, все большие базы построены на доношенных детях с нормальной массой, недоношенные с гестационным возрастом 28 недель, это совершенно другая физиология. Они не попали просто вот в выборку при разработке нормальных диапазонов и модели Z. Следующее – это малые площади тела. Петерсон
допустим, вообще исключает площадь тела менее 0,25 квадратных метров. Пиачино итальянская теоретически работают на малых площадях тела, но нижний хвост, вот этот самый нижний хвост, да, он представлен очень слабо. Нужно понимать, различать два параметра. Это возраст и постконцептуальный возраст, то есть возраст с момента зачатия. Допустим, 30-недельный недоношенный, у него прошло 10 лет жизни, по календарному возрасту он будет новорожденный. Но физиологически-то он соответствует 40-недельному, и поэтому использовать обычный возраст будет ошибкой. Следующее – это особенности структуры миокарда. У недоношенных миокард менее зрелый, повышена комплаентность, иные нагрузочные условия, и ремоделирование идет совершенно по другим траекториям. Итак, что такое скорректированный или постконцептуальный возраст? У нас с вами есть гестационный возраст, это срок при рождении в неделях. Постнатальный возраст – это время от рождения в неделях. И постконцептуальный возраст – это когда мы гестационному добавляем постнатальный возраст. Поэтому скорректированный возраст – это из постнатального. Значит, постнатальный, да, что такое это? 40 минус гестационный. Пример. Ребенок, который родился на 30-й неделе, сейчас ему 12 недель. Значит, постконцептуальный возраст рассчитываем 30 недель плюс 12 недель, получается 42 недели. А скорректированный возраст, соответственно, 12 минус 10 получится 2 недели. Этого ребенка нельзя сравнивать с доношенным новорожденным. Он соответствует примерно 2-недельному доношенному. И скорректированный возраст мы применяем до 24 месяцев жизни. Специальные шкалы для недоношенных. Их также несколько. Значит, и посмотрите, есть это Z-score Кёстенбергера 9-го, потом 11-го года, и она именно только под ТОПСе. Шуберт – это недоношенные использовались. Континотти недоношенные 18-го года. Это в основном камеры и клапаны, а также есть 25-го года. Z-score – это современная база. Там уже размеры правого и левого желудочков есть. Главный практический инструмент, который используется, это Кёстенбергер 2011 года для ТОПСе. Это самый воспроизводимый и доступный параметр. В принципе, специализированных шкал немного. Они существуют не для всех параметров. И это очень активно развивающаяся область. Ну вот пока, видите, для камер то, что существует, да, левый и правый желудочек, в прошлом году вышло исследование, еще пока вот точных таких данных, чтобы рассчитывать Z, пока нет, они еще закрыты. Итак, 2011 год. Кёстенбергер ТОПСе у недоношенных. Там 258 новорожденных, как недоношенные, так и доношенные. Гестационный возраст от 26 до 41 недели. Линейная зависимость ТОПСе от гестационного возраста. Если 26 недель, то средняя 0,44 см, диапазон 0,3-0,59, 41 неделя, средняя 1,03 см, диапазон 0,85-1,21. Формула Z, как рассчитывается для ТОПСе. Здесь как раз она представлена на слайде. Почему именно ТОПСе? Да потому что это простой и воспроизводимый параметр. Это очень чувствительный маркер функции правого желудочка. У недоношенных функция правого желудочка часто страдает первой. Это может быть сопровождаться легочной гипертензией, да, открытый артериальный проток и так далее. То есть вот это самый-самый чувствительный параметр у недоношенных. И поэтому это очень простой, очень чувствительный и очень воспроизводимый параметр.
Что делать на практике у недоношенного? Ну, прежде всего, первое – это уточнить гестационный возраст при рождении. Без этого параметра любая оценка корректна. Необходимо рассчитать постконцептуальный и скорректированный возраст, не использовать календарный возраст до 2 лет. Следующее, для ТАПСе обязательно используем Z-score Кёстенбергера, стандартные шкалы для правого желудочка, невалидные у недоношенных. Для камер сердца, если гестационный возраст меньше 34 недель или площадь тела менее 0,2 квадратных метров, стандартные шкалы могут вводить в заблуждение. Это нужно учитывать в отчетах. И динамика, очень важно запомнить, важнее какого-либо параметра. У недоношенных нужно смотреть кривую изменений в динамике, чем какой-то вот точечный параметр, однократно измеренный. В заключении писать корректированный возраст и шкалу. Допустим, ТАПСе 0,65 см при возрасте 32 недели, Z по Кёстенбергер 2011 года минус 1,8, нижний край 0. Нужно сказать, что полный протокол эхо, разбор рожденных пороков сердца, серая зона, представлены на курсе эхокардиографии в педиатрии с диагностикой врожденных пороков сердца. Мы там об этом подробно говорим. И мы подошли к главному. Это инструмент, который мы для вас разработали для ежедневной работы. Потому что, как вы видите, очень много параметров, очень большой выбор, что взять, как выбрать, какая модель Z-Score лучше. И очень часто так, не хочу этим заниматься, да, вот не морочьте мне голову. Итак, существует на сегодняшний день много калькуляторов, и у них есть проблемы. Допустим, реализована только одна шкала. Это ресурс есть Parameters, PHN Online, то, что я вам пример. Отсутствует режим ожирения. Нужно рассчитывать отдельно на калькуляторе или целевской таблице индекс к росту степени 2,7. Отсутствует режим недоношенный, то есть нужно отдельно искать Z-score. Есть специалисты, которым некомфортно работать по причине его плохого владения английским языком, особенно медицинским. И отсутствует автоматическое переключение шкал по антропометрии. Что современный калькулятор Z? Он должен не просто посчитать Z по одной шкале, он должен ответить на вопрос врача каждый день. Какая шкала подходит этому пациенту? Это может быть одному пациенту PHN подходит, другому итальянскому, третьему, допустим, Детройт. Может быть необходима специализированная шкала для недоношенных. Что делать с пациентом с ожирением? Да? Что нам с ним делать? Стандартная BSA-индексация, мы сказали, она маскирует гипертрофию. Нужна аллометрия на рост степени 2,7. Как считать массу миокарда? Если мы с вами возьмем вот классическую, да, вот золотой стандарт PHN Z-score, то там масса миокарда считается только по методике площадь-длина. А есть, как у взрослых, да, диверо, когда мы из линейных размеров левого желудочка можем рассчитать массу миокарда. Разница достигает 15-20%, и это клинически важно. Как оценить недоношенного? Следующий вопрос. Да? Стандартные шкалы валидированы на доношенных. Для гестационного возраста менее 37 недель нужна Кёстенбергер для ТАПСе и очень осторожно с PHN. Чем дополнить размеры? Гемодинамика клапанов очень важна, да? Систолическое давление в легочной артерии по трикуспидальной регургитации, а также очень важно оценить диастолу с возрастными нормами. 4 спортивные базы, один интерфейс. Это то, что мы для вас сделали. Это архитектура нашего, можно сказать, ресурса для
педиатрической кардиографии. Наш калькулятор автоматически выбирает лучшую шкалу для каждого параметра на основе площади тела, гестационного возраста, режима пациента. Он показывает ее непосредственно рядом с Z-оценкой. Я вам это тоже покажу, продемонстрирую. При наведении мыши на ячейку Z будет отображаться Z-оценка от всех применимых шкал для сверки. А следующее – это автоматическое распознавание режима. Допустим, стандартный режим – это доношенный ребенок с нормальным весом. Здесь будет применяться 3 Z-модели, PHN, итальянская, детройтская. Это полный набор 44 параметров. Причем, как я сказал, под конкретного пациента, ребенка, будет автоматически выбрана наиболее подходящая Z-score. Вам не нужно мучительно выбирать, а что вот для этого параметра, какой лучше Z-score взять. Недоношенный 7 недель. Это следующий режим работы. Появляются поля гестационного скорректированного возраста. Активируется специальная шкала для ТОПСе. Стандартные шкалы при малых площадях получают пометку вне валидного диапазона. Следующий режим – это ожирение. Индекс массы тела более 95%. Причем автоматическая категоризация идет по для детей от 2-18 лет. Для взрослых будет идти по Всемирной организации здравоохранения. Появляется блок аллометрической индексации индекса массы миокарда на рост степени 2,7, а также сравнивается стандартная бесоиндексация и аллометрия, как раз для выявления маскировки гипертрофии левого желудочка. Режим определяется автоматически по росту, весу, возрасту и полу. Врач может зафиксировать выбор вручную. То есть можно, в принципе, вручную самому поставить, либо дать возможность и, значит, калькулятор сам определит тот или иной режим работы. Так, я дисфункция правого желудочка. Гестационный возраст 2 года, постнатальный 8 дней. Калькулятор автоматически выбрал режим. Мы ввели параметры. ТОПСе, максимальная скорость рекуспидальной регургитации, давление в правом предсердии по нижней половине, размер главной легочной артерии. Автоматически рассчитался Z-2,1 желудочка, правого же предсердия. Систолическое давление была умеренная. Главная легочная артерия Z плюс 2 итальянской шкале. То есть имеется дилатация ствола. И смотрите, что мы внедрили. Мы внедрили элементы искусственного интеллекта. У вас будет в калькуляторе автоматическая интерпретация. Как интерпретировал это наш калькулятор? Сочетание легочной гипертензии и дисфункции правого желудочка, систолическое давление 46 мм ртутного столба, сниженное ТОПСе, дилатация ствола легочной артерии. И вот смотрите, совместимо с легочной гипертензией с вовлечением правых отделов. То есть это автоматически проведенная интерпретация. Вам в помощь, да, вот такие паттерны были выявлены. Следующее – это дилатация проксимальной аорты. Пациент, школьник с многосегментной дилатацией аорты. Значит, ему 12 лет, мальчик, рост 155 сантиметров, вес 42 килограмма, площадь тела 1,34 квадратных метра. Мы ввели параметры измеренные. Кольцо артального клапана 21 мм, Z плюс 2,4, погранично, да. Корень аорты 35 мм, Z плюс 5,37, то есть выраженная дилатация. Синотубулярное соединение 24 мм, Z плюс 2,4, пограничная. Абдоминальная аорта 27 мм, Z плюс 3, то есть это уже тоже выраженная дилатация. Интерпретация с элементами искусственного интеллекта распознает паттерн безошибочно. Распространенное расширение проксимальной аорты на уровне кольца, корня аорты, синотубулярного соединения восходящей аорты. Сочетание
Совместимость дилатации проксимального артального сегмента требует исключения строительной тканной патологии Марфан Льюиса Дитца двухстворчатого артального клапана. Заметьте, здесь используется формулировка «совместимо с» или требует исключения, а не вследствие. Да? То есть калькулятор автоматом подсвечивает находки, он не ставит диагноз. То есть все-таки заключение за вами. Это то, что он подсветил. Значит, что добавили сверх классических Z-оценок? Это оценка гемодинамики, оценка диастолы. Гемодинамика для всех клапанов — это максимальная скорость. Автоматически рассчитывается максимальный градиент для артального, митрального, трикуспидального и пульмонального клапанов. Градации стенозов уже внедрены: легкий, умеренный, тяжелый. Значит, давление в легочной артерии по трикуспидальной регургитации мы с вами вводим измеренное значение. Давление в правом предсердии по нижней полой вены, правило 3,8,15. И автоматически рассчитается систолическое давление в легочной артерии. И интерпретация, соответственно, норма, умеренная или выраженная легочная гипертензия. Также диастола с автопереключением норм по возрасту. Это скорость волны Е, волны, соотношение Е к А, Е' септальный, Е' латеральный тканевым доплером, соотношение Е к Е'. Интерпретация параметров по Павликс 2007 года, Эйдем 2004 года. А подростки и взрослые — это уже по ACE 2016 года. Значит, автоматическая интерпретация искусственного интеллекта. Он группирует находки по отделам: левый желудочек, левое предсердие, аорта, диастола. Распознает клинические паттерны: концентрическая гипертрофия, дилатация проксимальной аорты, легочная гипертензия, дисфункция правого желудочка, диастолическая дисфункция. Каждая фраза снабжается ссылкой на источник, и он не перезаписывает заключение врача. Есть кнопка «Скопировать, перенести в заключение», то есть сохраняется контроль за врачом, непосредственно контроль за вами. Ну и два слова скажу, где учиться педиатрическое эхо на современном уровне. У нас есть два курса. Это курс эхокардиографическое исследование в педиатрии. Это базовый протокол педиатрической эхокардиографии, стандартные позиции, стандартные измерения у детей. Почему именно так мы массу миокарда считаем, а не как у взрослых, да, и так далее. Есть свои особенности. Современные шкалы Z-оценок, их применение на практике, аллометрия и индексация. Здесь как раз QR-код на этот курс. Ну и курс эхокардиографии в педиатрии с диагностикой врожденных пороков сердца. Это уже расширенный курс с акцентом на врожденные пороки. Включает в себя материал, весь материал базы, систематика и диагностика врожденных пороков сердца, особенности у недоношенных врожденных, а также функциональные пробы, доплеровский режим. Тоже QR-код этого курса здесь представлен. Значит, если у вас остались вопросы, то можно записываться на курс базовый и расширенный, а также подписаться на наш, значит, Instagram-аккаунт. Значит, ну и давайте поговорим, где же получить доступ к этому ресурсу, калькулятору. Калькулятор бесплатен. Это ключевой момент. Внутри 44 унифицированных параметра с автоматическим выбором шкалы, 4 нормативные базы, о которых мы сегодня говорили, 3 режима пациента: стандарт, недоношенный, ожирение, автоматические расчеты объема левого желудочка, массы миокарда левого желудочка, как по площади, длина, так и по диверо, индекс массы миокарда, индекс сферичности, значит, в том числе и параметры моделирования левого желудочка, гемодинамика клапанов, систолическое давление в легочной артерии, диастола с возрастными нормами, искусственный интеллект, интерпретация с распознаванием клинических паттернов, 4 демо-кейса для обучения при норме, при ожирении у недоношенного, а также с патологией аорты. И мы будем благодарны вам за обратную связь.
Какие еще параметры нужно добавить, какие сценарии не работают, как ожидалось, какие шкалы источники включить дополнительно. И здесь как раз вы можете увидеть ссылку на этот калькулятор на сайте metrain.ru/calc. Также навести телефон на QR-код на экране и потом эту ссылку скопировать и использовать в браузере на рабочем компьютере. Ну и давайте я вам покажу, как это все работает. Я сейчас как раз перешел по этой ссылке, и мы видим калькулятор Z от 0 до 18 лет. Значит, есть возможность статьи отчет напечатать в PDF. То есть он формирует автоматический отчет, вы можете его распечатать и приложить к подготовленному там с логотипом сейчас нужно, да, там и так далее, лечебное учреждение, чтобы не переносить эти параметры. Можно это все распечатать. Итак, внутри есть режим демо, норма, 9-месячный, да, новорожденный, дилатация аорты, дисфункция правого желудочка у недоношенного и гипертрофия левого желудочка при ожирении. Ну, давайте выберем гипертрофию левого желудочка при ожирении. Значит, видите, у нас демо-пациент создался. Значит, здесь мы вводим фамилию, дата рождения, значит, автоматически рассчитывается его возраст, пол указываем и дата исследования. Рост, вес, рассчиталась площадь тела. Выбралась автоматически, обратите внимание, шкала ожирения, избыточная масса тела. Здесь как раз показан индекс массы тела, категория и рост в степени 2,7. Значит, авторежим. Индекс массы тела 29,3, больше порога ожирения, значит 28,7. 14,2 года, женский пол по как раз вот детской шкале IOTF COIL. Значит, и здесь есть определенное, да, предостережение. Внимание, режим ожирения избыточная масса без индексация систематически занижает Z-оценку и так далее. То есть используется здесь именно мы указываем степень 2,7 рост. Значит, масса миокарда, индексированная на рост 2,7, 56,1, соответствует выраженной гипертрофии левого желудочка. Ну и дальше вот эти шкалы, которые, да, возможны. И посмотрите, параметры. Здесь русскоязычная расшифровка есть этого параметра международная, общепринятая, да, во всем мире. И внизу расшифровка русскоязычный, так скажем, вариант. Следующее, мы вносим измерение и автоматически рассчитывается Z. Причем указывается какая шкала. Вот в данном случае шкала используется PHN. Статус норма. Этот параметр в норме. Вот измеренный Z. И видите, применимо автоматически, то есть шкала применима, но при ожирении без индексации занижает гипертрофию. Значит, следующее, здесь межжелудочковая перегородка, это в диастолу, в систолу. Значит, диастола, систола, да, межжелудочковая перегородка, простите, в диастолу. Это диастолический размер левого желудочка, систолический размер левого желудочка, межжелудочковая перегородка, задняя стенка. Ну, все параметры не буду перечислять. Автоматически рассчиталась масса миокарда, классическая формула у детей через площадь длина. И она здесь, значит, интерпретировалась по Диверо, масса миокарда, а также параметры, которые нам помогают оценить какой. Вот, в частности, здесь мы видим концентрический тип гипертрофии. Левое предсердие также, какая шкала, вот детройтская шкала, видите, левое предсердие. Масса миокарда, здесь вот PHN, Диверо и PHN по площади длина. И везде, видите, зеленое, то есть применим. В принципе, к этому пациенту применим. Значит, правый желудочек, правое предсердие, аорта,
Следующая легочная артерия, аортальный клапан, кольцо, максимальная скорость, максимальный градиент автоматом, митральный клапан, плюс диастолические параметры рассчитываются, и тут их интерпретация представлена. Следующий – это трикуспидальный клапан, включая максимальную скорость трикуспидальной регургитации давления в правом предсердии. По правилу, вот тут написано как раз 3 мм ртутного столба норма, 8 промежуточная, 15 дилатация, то, о чем мы с вами говорили на наших курсах. И рассчитывается систолическое давление в легочной артерии с интерпретацией обязательно. Пульмональный клапан аналогично, коронарные артерии. И, собственно, вот заключение. Видите, каждый патологический параметр здесь вынесен. Он отдельно прям указан. Во-первых, какая Z-шкала, какой параметр, значит, и какой Z. Дальше идет автоматическая интерпретация, описательная с источниками. Это генерируется автоматически. Ну, вот здесь, допустим, масса миокарда выше ожидаемой, по Лопес Z плюс 4,36, задняя стенка в левую желудочку выше ожидаемой, выраженная гипертрофия межжелудочковая выше ожидаемой, выраженная гипертрофия межжелудочковой перегородки и так далее. То есть отношение масса-объем выше ожидаемого, концентрическая геометрия. Дальше митральный клапан и диастола описывается, да, легочный пульмональный клапан. Значит, и распознанные паттерны очень важно. Здесь паттерн концентрической гипертрофии, повышение размеров межжелудочковой перегородки, задней стенки и размера левого желудочка при нормальной концентричности, значит, выраженная гипертрофия левого желудка. Паттерн диастолической дисфункции, инверсия ЕК-А, снижение тканевых скоростей, повышение ЕК-Е' и так далее. То есть все обосновано. Можно это скопировать, либо сразу же в заключение это добавить. Ну и, соответственно, вот здесь либо автоматически вы можете перенести и что-то добавить, либо вручную напечатать заключение. Концентрическая желудочка, значит, диастолическая дисфункция, нарушение релаксации с повышением давления, наполнения, умеренная дилатация левого предсердия, рекомендованная консультация кардиолога, оценка АД, метаболический скрининг. Ну и это мы все с вами можем отправить в печать и распечатать. Вот отправить на принтер. Вот такой вот многостраничный отчет. Видите, тут все параметры, все с подробным описанием, какая шкала использована, интерпретация параметра и, соответственно, клапаны. Ну да, большой объем получается, но это того стоит, да. Соответственно, интерпретация этих параметров, вот оно, заключение идет, да. Каждый параметр мы прямо патологически измененный вынесли. Ну и заключение, которое вы напечатаете или перенесете. И это можно отправить все на принтер. Очищаем этот калькулятор и можно вводить следующего пациента. Можете здесь посмотреть, как работает на норме, на дилатации аорты, допустим, на дисфункции правого желудочка недоношенной. И вот гипертрофию мы при ожирении посмотрели, да, как формируется, как описывается. Ну и, соответственно, можно использовать в вашей работе. Отчет, в принципе, можно заносить в медицинскую информационную систему, да, PDF. Поэтому вот этим вот инструментом можете пользоваться, он абсолютно бесплатный и доступный. Обязательно для того, чтобы улучшить в следующем этот калькулятор. Значит, ну давайте, если есть вопросы, то я готов на них ответить. Надеюсь, что вы попробуете калькулятор и дадите нам обратную связь. На сайте, на нашем, в контактах есть наши группы в Telegram.
Вот видите, группа эхокардиографии. Можете к ней присоединиться и дать нам обратную связь по калькулятору. Есть функциональная диагностика группа, есть эхо в педиатрии, есть группа эхокардиографии. То есть вы можете нам написать, будем рады обратной связи. Значит, коллеги, если у вас нет вопросов, то я благодарю вас за внимание, за уделенное время. Надеюсь, что вебинар был полезен, и вы будете использовать его в своей работе. И буду рад видеть вас на других прямых эфирах, на конференциях, а также на наших курсах по ультразвуковой и функциональной диагностике. Спасибо вам за внимание и желаю вам успехов в работе.